Друзья, если у вас нет возможности, времени, желания, сил читать повесть Кристины Нёстлингер «Конрад или ребенок из консервной банки», смотрите это видео. Вы будете знать историю о странном мальчике, который всегда был правильным. Написала повесть Нёстлингер в 1975 году. События происходят в тот же период. Итак, представьте, как одна женщина, которую зовут Берти Бартолотти, завтракает. Она любила говорить сама с собой и обращалась к себе «деточка моя». Так к ней когда-то обращалась мама, а затем и муж. Мама умерла, с мужем развелась. Госпожа Бартолотти продавала ковры, она сама их ткала, тем и жила. Женщина дважды в неделю, во вторник и субботу, общалась с продавцом из аптеки господином Эгоном. Они вместе ходили в театр, ужинать, может быть, еще куда-то. После завтрака в дверь позвонили. Это был почтальон с посылкой. Адрес отправителя она не нашла. «Что же там внутри?» – подумала она. У женщины в голове был один пунктик. Она всякий раз заказывала из газет и журналов всякую ерунду. Иногда даже не помнила, что именно заказывала. Потому решила, что в посылке очередная ерунда, которую она заказала. Но все равно что-то не сходилось. Посылка была уж слишком тяжелой, килограмм 20. Она таки открыла коробку. Сверху лежал голубой конверт. Женщина прочитала: «Многоуважаемая госпожа Бартолотти, посылаем вам заказанный товар. Очень сожалеем, что посылаем с таким опозданием». В коробке была большая блестящая жестянка. «Наверное, говядина», – подумала она. Женщина открыла и офигела. В банке был сморщенный карлик, который сразу сказал: «Добрый день, любимая матушка. А теперь меня нужно полить питательным раствором», – сказала это существо. Женщина приготовила нужный раствор и начала поливать им карлика. Вся жидкость в него впиталась, и получился обычный ребенок. Мальчик 7 лет. Он вылез из банки и отдал Берти конверт. В нем были документы, из которых следовало, что его отец Конрад, мать Берти, родился 23 октября 1967 года. Зовут как отца – Конрад. Также в конверте была инструкция: «Дорогие родители, вот исполнилось ваше горячее желание. Мы, производители, желаем вам большого счастья и большой радости от вашего наследника. Пусть он всегда дарит вам радость и оправдывает те надежды, которые вы возложили на него и на нашу фирму. Наша фирма сделала все, чтобы обеспечить вас радостным, ласковым и способным наследником. Теперь сделайте то, что зависит от вас. У вас, наверное, не возникнет больших трудностей, потому что с нашими изделиями очень легко обращаться и за ними легко ухаживать. Ваш наследник так сконструирован, что кроме обычного ухода и заботы потребует доброжелательности. Просим об этом не забывать. Радости и счастья в будущем желаем вам». «Вы рады, что я тут?» – спросил мальчик. «Ага, очень рада». Мальчик сказал, что после открытия банки ему нужно поспать 2-3 часа, и его силы тогда восстановятся. Когда женщина укладывала его, то поняла, что он ей нравится. Мальчик уснул. Она села. «Блин, когда это я заказывала ребенка? Не помню. Наверное, муж заказал, когда мы еще вместе жили. Но нет, муж ребенка не заказывал». Берти пошла в город, чтобы купить мальчику одежду, обувь, игрушки, сладости, а еще купила кровать. В общем, потратила все свои деньги. Когда вернулась, мальчик уже проснулся. «Можно тебя поцеловать?» – спросила Берти. «Если я был послушным, то да». Берти впервые поцеловала Конрада, а потом достала из сумок одежду, которая мальчику не очень понравилась.
потому что он считал ее немодной. Вообще-то так и было. У Берти вкус был очень специфический. Берти принесла Конраду мороженое. А разве мороженое можно есть не летом? Сейчас была осень. Конечно, можно. А разве мороженое едят не на десерт? Понятно. Ладно, тогда я все узнаю и завтра тебе его дам, окей? В общем, пока она думала, то сама съела мороженое. Мальчик отказывался. Он спросил, чем может помочь по дому. Ну там, помыть посуду, пол подмести, мусор вынести. Иди лучше поиграй игрушками. Мальчик стал играть кубиками. Берти ему говорит, чтобы он и другие игрушки взял. Ответ мальчика. По-моему, 7-летнему мальчику лучше и разумнее не менять часто игрушки, а какое-то время все свое внимание сосредотачивать на одном, а то он станет слишком нервным, если будет хвататься за все сразу. Все с тобой понятно. Берти оставила его в комнате играть, а сама пошла работать, ткать ковер. Конрад зашел к ней, они разговорились. Оказывается, мальчиков на производстве как-то готовят к жизни в семьях. Берти решила узнать, как именно, на что ей Конрад ответил, что он может об этом рассказать только в случае крайней необходимости. Тогда Берти по просьбе Конрада начала петь песни. Детских она не помнила, потому пела то, что знала. Мальчик побледнел, а потом заплакал. Он сказал, что не знает, как поступить, ведь он всегда должен слушать, что говорит мама, но он не должен слушать непристойного. Я такое пела? Ладно, молчу, не плачь. Была суббота, а это значит, что к Берти пришел Эгон. У него было 2 билета в оперу. «Добрый день, господин. Меня зовут Конрад. Я сын госпожи Бартолотти». Эгон побледнел. Когда Берти отправила сына смотреть телевизор, Эгон ей сказал, чтобы она отослала его назад. Но потом понял, что чепуху сморозил. Взрослые разговорились с Конрадом. Своей правильностью он очень понравился Эгону. Более того, Эгон пришел к мысли, что мальчику нужен отец. Конрад был за. Берти ничего не оставалось, как согласиться. Конечно, Берти не была в восторге. Она считала Эгона занудой. 2 раза в неделю она еще готова была его терпеть. Но чтобы он стал отцом Конраду, это явный перебор. Мальчик лег спать, а Эгон ушел домой. Утром Берти поняла, что ей не нравилось в мальчике. Это его правильность. Она по жизни была другой, а мальчик казался слишком идеальным. Она приготовила ему завтрак. Мальчик ел. «Ты, наверное, голодный?» «Нет, я наелся, но я должен съесть все, что лежит в тарелке». Тогда Берти быстро все убрала со стола. Конрад облегченно вздохнул. Берти предложила ему сегодня сходить вместе на улицу, в зоопарк или подышать свежим воздухом. «Нет, мне надо готовиться к школе. Я хочу пойти сразу во 2 класс, потому что я умный. Принеси мне, пожалуйста, учебники для 2 класса». Ну ладно. Берти спустилась на 2-й этаж, где жила семья Рузиков. Девочке Кити было 7 лет. Берти попросила учебники. Их с радостью ей дали, хотя и удивились. Когда Берти ушла, Рузики стояли офигевшие. У нее есть сын 7 лет? С ума сойти. Берти все вокруг считали странной. Она одевалась и красилась неадекватно. Кити решила познакомиться с сыном госпожи Бартолотти, когда вечером пойдет забирать свои учебники. Берти отдала Конраду книги, а сама села ткать ковер. Скоро пришел Эгон. Суббота была вчера, вторник послезавтра. Какого ты здесь? А чё? Теперь я отец, мне можно. Эгон сел за учебники с Конрадом. Он убедился, что мальчик все знает. «Да ему нужно сразу в 3-й или 4-й класс», — сказал он. Берти ответила, что 7-летних в 4-й класс не принимают.
Конрад сам сказал, что с радостью будет ходить во 2 класс, ведь он еще многого не знает. Тогда Эгон рассказал мальчику о святом Николае и маленьком Иисусе. Берти сказала, что все это выдумки. А зачем такое выдумывают? Да потому что взрослые всегда обманывают детей, чтобы казаться умнее. Эгон понял, что этот разговор лучше заканчивать. Он пошел с Конрадом погулять на улицу. Когда они вышли, Берти подумала, что ребенок еще пусть будет, но Эгон ей нафиг не нужен. Китти пришла за учебниками, но Конрада дома не было. Она решила подождать его. За девочкой пришла мама. На прощание Берти хотела подарить девочке куклу, которую зачем-то купила сыну. Но мама девочки запретила дочери принимать такой дорогой подарок. Хотя Китти очень хотела куклу. Тогда Берти сказала, что куклу она предлагает Китти, и девочка хочет ее, значит получит. И отдала ей. Девочка была счастлива. Берти подумала, что Конрада нужно будет накормить, а денег нет. Вчера все потратила. И что делать? Если Эгон хочет быть отцом, пусть платит алименты. Гениально! Да, Эгон не ожидал такого поворота. Деньги дал и пошел домой. Утром Конрад заявил, что хочет в 3 класс, а не во 2. Он достал из папки свидетельство, в которое можно было вписать любой класс, в который он пойдет. Берти посмотрела на него. Оно было выдано немецкой школой в Конго. Это в Африке. А сами они жили в Австрии. «Офигеть», сказала она. «Ты ведь никогда не был в Конго?» «Ладно, идем в школу». Конрад взял свидетельство и сам написал, в какой класс ему нужно пойти. На лестнице он познакомился с Китти. Он ей сказал, что передумал идти во 2 класс, пойдет в 3. Девочка была в шоке. Как это? Взял и передумал. Перед тем, как зайти к директору, Берти сказала сыну, чтобы он постарался говорить как 7-летний ребенок, а не как взрослый. К школе подошел Эгон. Ну, вроде как отец. Все втроем зашли в кабинет к директрисе. «Мы хотим записать в школу своего сына в 3 класс». Директриса посмотрела оценки Конрада и сказала, чтобы он шел вместе с ней в 3 А, где она будет заменять учительницу. В полдень Берти и Эгон ждали Конрада из школы. Он вышел и начал говорить так, как говорят обычные дети. Родители в шоке. «Сегодня я 5 не получил, изучал речь детей, а завтра, если хотите, получу 5. 5 были нужны Эгону, для Берти оценки были не важны. Их догнала Китти. Девочка пригласила Конрада сегодня к себе на день рождения в 3 часа. Эгон не хотел пускать мальчика, потому что ему не нравилась Китти, которая раньше всегда показывала ему язык. Но Эгон ничего не решал. Потому Конрад пошел на день рождения, а сам Эгон поплелся в свою аптеку, потому что Берти ему так сказала. Конрад спросил Берти, почему дети дразнят друг друга? Нам этого на фабрике не объяснили. Меня обзывал Флориан. Берти не знала, что ответить, но посоветовала в следующий раз ударить Флориана, если он снова будет обзываться. «Как ударить?» – не понял Конрад. «Как? Съезди ему в ухо, врежь по морде, тресни его по башке, вот как, понял?» Конрад только ответил, что этому его не учили. Кроме него к Китти на день рождения пришли еще 4 детей. Мальчики Флориан и Антон и девочки Гитти и Михи. Флориан и Гитти ходили в 3 класс, Антон и Михи были одноклассниками Китти. Девчонки расспрашивали Конрада, где он был 7 лет и почему аптекарь Эгон его папа, ведь он не живет с Берти. Мальчик не знал, что им ответить, потому молчал. Антону Конрад не нравился, потому что был влюблен в Китти, а Китти нравился Конрад. Во всех играх
выигрывал Конрад, чем очень бесил Флориана. Он стал обзываться: «Бартолотти в болоте!» Антон подхватил. Тогда Китти сказала им рты закрыть, иначе выгонит их. Те сразу закрылись. Дети начали играть в викторину. Конрад знал ответы на все вопросы. Флориан за это ударил его в живот. Девчонки сказали Конраду, чтобы он дал сдачи. Тот морозился. Все понятно, ссыкло. Гитти и Михи стали играть с Флорианом и Антоном, а Китти предложила Конраду поиграть дочке матери. В 6 часов мама Китти объявила, что день рождения закончился и все могут валить домой. На прощание Флориан еще раз ударил Конрада в живот. Не выдержала Китти. Она сама ударила Флориана кулаком в живот, другим кулаком в челюсть, а ногой в голень. Тот убежал домой. Когда Конрад с Китти остались вдвоем, то девочка сказала, что теперь она будет его защищать, и никто теперь не посмеет его обижать. «О как!» «Как погуляли?» – спросила Берти. «Так себе. Скажи, а нормально, если 7-летняя девочка защищает 7-летнего мальчика?» «Да все равно. Главное защищать того, кому нужна защита. И все равно, что о тебе подумают». Конрад сказал, что Китти его любит, и он ее. «Круто», — ответила Берти. В дверь позвонил Эгон. Он сказал, что Берти не способна воспитывать ребенка, а потому он сам займется его воспитанием. Берти послала его подальше. «Если я плачу алименты, значит отец я», — сказал аптекарь. «Я хочу забрать его к себе». Видя ссору родителей, мальчик заплакал. «Выбирай, с кем ты хочешь быть», — сказал Эгон. Берти согласилась. Конрад молчал. Тогда Берти включила женскую хитрость. «Скажи, Эгончик, как ты относишься к Китти?» И он сказал правду, что не любит эту несносную девчонку и не позволит сыну общаться с ней. «Я хочу остаться с мамой», — сказал Конрад. В школу и домой Конрад ходил с Китти. Она его защищала. Это очень не нравилось маме Китти. Кстати, Конрад рассказал девочке, откуда он взялся. Но не всегда у Китти получалось после школы идти вместе с Конрадом. Когда он возвращался сам, то Флориан над ним издевался. Одноклассники тоже не любили Конрада за то, что учителя ставили его им в пример. Да еще он и стукачом был. Однажды девочка разбила в классе стекло, и никто не признавался. Учительница спросила Конрада. Он сразу все рассказал. Когда кто-то в отсутствии учительницы вел себя плохо, Конрад все записывал, а потом все рассказывал. Его очень не любили в классе. Зато на родительских собраниях Конрада хвалили все учителя. Но Берти ничего не знала о том, что происходит в школе. Ей было почти все равно. Пятерки приносят, ну и хорошо. Китти промывала Конраду мозги, чтобы в школе он вел себя по-человечески, а не как засранец. «Меня таким сделали, я должен быть правильным, иначе я не могу. Пойми это». Из-за дружбы с ним дети стали хуже относиться к самой Китти. Ей это было очень неприятно. Однажды почтальон принес письмо с фабрики. Берти его распечатала в присутствии Конрада и Китти, ведь она все знала. «Уважаемая госпожа Бартолотти, у нас на фабрике вышла ошибка. Вы получили не того мальчика. Пожалуйста, верните его. Подготовьте мальчика для настоящих его родителей. Напоминаем, что эти дети являются собственностью фабрики». У Берти затряслись руки. Ей не хотелось расставаться с Конрадом. «Вы моя мама!» – закричал мальчик. Берти обняла сына и сказала, что они что-нибудь придумают. Она отправила его, очень правильного, в спальню, а сама осталась с Китти. Берти рассказала, что она придумала. Девочка обещала помочь ей.
Из гостиной они достали ковер и отнесли его в спальню. Конрада завернули в этот ковер, перевернули и понесли в химчистку. Химчистка находилась рядом с аптекой Эгона. Берти с Китти занесли ковер в химчистку, узнали цену, сказали, что для них это дорого, и пошли с ковром через задний ход во двор, а оттуда постучали в аптеку. Эгон открыл двери, и женщины занесли ковер внутрь. И что это такое? Молчи, так надо, внутри, Конрад. Берти все объяснила Эгону. Он жил на втором этаже аптеки, и Берти с Китти туда отвели мальчика. Решено было оставить его там, а сами пошли домой, захватив с собой ковер. Берти все же отдала его в химчистку, а вечером снова пришла к Эгону. Конрад читал книги. Так, слушаем мой план. На фабрике ищут очень воспитанного, правильного во всех отношениях мальчика. Потому, дорогой, ты изменишься до такой степени, что никто по поведению тебя не узнает. Мальчик признал, что план хорош, но ведь он не может измениться. Он уже пробовал ради Китти. Ерунда. Тебя на фабрике научили так себя вести, а Китти тебя разучит. Все просто. Утром к Берти пришли за товаром. Нет его. 3 дня назад сбежал к чертовой матери. В полицию заявили? Нет, конечно. Зачем мне то, что и так не нужно? Сбежал и хорошо. Человек ушел. Но Берти понимала, что он еще вернется. После школы Китти пришла к Конраду переучивать его. За каждое сказанное плохое слово она целовала его, а за хорошее колола булавкой. С трудом, но Конрад начал учиться говорить плохие слова. Первым было слово «болван». Нужно было закрепить урок. Китти взяла телефон, набрала левый номер и дала трубку Конраду. «Вы болван», — сказал он в трубку и положил ее. Потом Китти стала учить Конрада рисовать на стенах в квартире Эгона. У того чуть сердце не остановилось, когда он увидел порисованные стены, но понимал, чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. «Вы болван», — сказал Конрад Эгону. «Хороший мальчик, горжусь тобой». Вечером к Берти снова пришли. На этот раз их было 3. Она им двери не открыла. Тогда парни спустились к ней с крыши. У них были пистолеты. Они обшарили всю квартиру. Без толку. Конрада нигде не было. Но зато нашли тетрадь с домашним заданием за вчерашнее число. «Ладно, старуха, мы его и так найдем». Парни ушли. На следующий день Китти учила Конрада криво писать. Затем петь похабные песни. В общем, обучение велось плодотворно. За ужином мама Китти рассказала, что сегодня сообщила какой-то женщине из школьного управления, где живет отец Конрада, Эгон. Тогда Китти вместо школы решила пойти к Конраду с самого утра. Нужно было с ним заниматься по ускоренной программе. Вскоре в аптеку пришла Берти. По дороге она заметила 7 в голубых комбинезонах. А ближе к обеду в аптеку зашли эти люди, плюс еще одна семейная пара. Муж с женой хотели получить от фабрики обещанного воспитанного мальчика. Мужчина громко позвал Конрада, ведь он был уверен, что воспитанные им дети всегда будут его слушаться. Но никто не спускался. Тогда люди в голубых комбинезонах стали пробираться наверх. И тут они услышали голос Конрада. «Спускаюсь, болваны!» И он на животе съехал по перилам, ударив ногами в живот дамочку, которая хотела послушного ребенка. «Пардон, бабка, какой дебил меня звал?» А потом еще и песню похабную запел. Мужчина с дамочкой офигели. Такого мальчика они не заказывали. «Мы лучше купим себе собаку», — сказали они. Да и директор фабрики не мог поверить, что Конрад — это мальчик с его предприятия.
Все лишние люди вышли из аптеки. Мальчик был бледный. «Мне всегда нужно себя так вести?» — с ужасом спросил он. «Нет, конечно», — ответила Берти. «Так что, вести себя как сначала? Боже упаси», — сказала Берти. Вот такая история, друзья.